Финансовые проблемы могут сильно испортить вашу жизнь. К сожалению, иногда упорный труд и хорошая работа не позволяют нам наладить финансовое положение. И о способах избавления от безденежья, долгов и невезения вы можете узнать прямо сейчас. В своем прошлом видео я поделилась с вами про обеты безденежья. Как они работают. Рассказала, как узнать, давали ли вы когда-либо себе такое обещание отказаться от денег, чтобы жить в бедности. Ссылку на это видео оставлю внизу в описании. А сегодня я более подробно расскажу о духовном обете бедности, об отказе от богатства ради безопасности, о кармических долгах, которые не дают нам разбогатеть из-за чувства вины. И поделюсь темой следующего видео на моем канале. Так что смотрите видео до конца, чтобы не пропустить важные моменты. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. А прямо сейчас поддержите мой канал, подпишитесь, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Все обеты, принятые решения отказа от денег ассоциируются с опасностью, смертью, арестами, потерей друзей и близких. Быть богатым – это опасно. И страх у каждого человека свой. И связан он с конкретным случаем. Первое. Духовный обет бедности. Самый распространенный денежный блок. Его идея – отказ от материальных благ ради духовных исканий. Например, деньги бездуховны. Я отказываюсь от богатства ради близости к Богу. Все богатые люди безнравственны и грешны. Только будучи бедным, я веду жизнь, угодную Богу. Как может проявиться в вашей жизни? У вас и вашего окружения денег мало, недостаточно. Как вариант, их стало меньше после того, как вы занялись духовными практиками. В этот момент обет бедности и проявился особенно сильно. Дополнительно эти убеждения могут поддерживать ваше окружение и семья. Бедные, но гордые. Все богатые – воры. Зато мы духовно богаче. Осуждать более успешных людей – дорогие покупки. Понятно, почему нет денег. Как же можно ими владеть, если это грешно, безнравственно и препятствует духовному пути? В современном мире, конечно же, возможно обладать финансовой свободой и быть духовным человеком. Нужно лишь отменить обет бедности и сформировать новое мышление на этот счет. Второй обет – отказ от богатства ради безопасности. Это все решения отказа от денег, потому что они ассоциируются с опасностью. Например, я отказываюсь от денег ради жизни, здоровья, семьи. Как проявляется в вашей жизни? Как я уже говорила ранее в своих видео, подсознание уберегает вас от опасности богатства. Если появляются средства больше, чем вы привыкли, сразу возникают непредвиденные траты, либо вы быстро спускаете деньги непонятно на что. Часто проваливаются даже сами попытки заработать больше денег. Например, срываются крупные проекты и предложения высокооплачиваемой работы. Клиенты уходят в последний момент. Третий обет – вина и расплата. Кармические долги проявляются в материальной сфере, как утрата финансов и реальные денежные долги, так называемая расплата. Например, я в неоплатном долгу перед мамой, другом, братом. Я вечно должен расплачиваться за такой-то проступок. Я должен быть наказан. Возможно, вы действительно совершили какой-то проступок, а возможно, вам просто навязали чувство вины. Из реального случая. Ты родился и испортил маме всю жизнь и здоровье, и теперь в вечном долгу. Вот приходится эту вину бесконечно искупать в прямом смысле слова
деньгами. Как проявляется в вашей жизни? Вы чувствуете вину или неловкость, когда у вас больше денег или дорогие вещи, которых нет у друзей и близких? Вы остро включены в волонтерскую и благотворительную деятельность, часто в ущерб своему благополучию, здоровью, семье. Вообще комплекс спасателя характерен для вас. Также на существование необходимости искупать вину указывают денежные долги и прочие кабальные обязательства. Например, вы не можете сменить малооплачиваемую работу по каким-то моральным соображениям. Теперь вы знаете об основных видах денежных обетов, которые могут мешать вашему финансовому благополучию. В следующем видео я поделюсь инструментом, который поможет вам избавиться от денежных обетов. Инструмент этот работает очень хорошо, проверено на собственном опыте. И обращаю ваше внимание, что все техники, заговоры я вначале экспериментирую на себе. И когда я вижу результат, я охотно делюсь со своими зрителями. И чтобы мне не говорили, что у них не работает, если это сработало у меня, обязательно сработает и у вас. Бросьте себе вызов сгармонизировать материальное в своей жизни, завершить разрушающее вас соглашение, относиться к себе и к деньгам с позиции любви и уважения. Я же вам советую не отвлекаться от денежной тематики и посмотреть обязательно прошлое видео на моем канале, которое связано с обетами безденежья. Так что не переключайтесь. С вами была Елена Макаренко. Избавляйтесь от обетов безденежья.